Всем 8 бит, я Роман Шибанов, и сегодня у нас урок пиксель-арта. Недавно посмотрел фильм с Виктором Цоем «Игла». Это драма 1988 года, в которой молчаливый главный герой Моро спасает свою подругу Дину от наркотической зависимости, ну и попутно раздает лещей всяким криминальным элементам. Фильм наполнен несколькими боевыми сценами, в которых Виктор Цой, аки Брюс Ли, эффектно машет кулаками и ногами. Кинокартина кишит разными колоритными персонажами и в целом выглядит довольно современно. И вот после просмотра я задумался, а что если бы по мотивам фильма «Игла» в конце 80-х вышла бы видеоигра, естественно, для 8-битной консоли Nintendo, которая в то время была на пике популярности. Собственно, эта мысль и натолкнула меня попробовать нарисовать вымышленный скриншот к видеоигре по мотивам фильма «Игла». Как основной источник вдохновения для моего скриншота я использовал такие игры, как Batman Returns, Черепашки Ниндзя 3 и Mighty Final Fight. Все это яркие представители 8-битного жанра beat'em up, который, по моему мнению, идеально подходит для адаптации нашего фильма. Напомню, что NES имеет разрешение экрана 256 на 224 пикселя, с которым я и буду работать. И, конечно же, 8-битная цветовая палитра имеет очень жесткие ограничения по цвету, которые я постараюсь минимально нарушать. В качестве основной локации я выбрал сцену в ресторане, потому что здесь герой Виктора Цоя полноценно раскрывается как брутальный герой боевика, когда побеждает двух здоровенных амбалов. А значит, у нас есть как окружение, так и готовый персонаж для роли главного босса уровня. Для начала я подготовил область 24 на 32 пикселя для отрисовки спрайта Моро. Напомню, что палитра спрайта должна содержать 3 цвета. Однако впоследствии я все же ввел 4-й цвет для пущей выразительности. За основу я взял изображение Моро с рисованного постера фильма. Мне показалось, что оно идеально подходит для переноса в мультяшную атмосферу видеоигры. Для начала я расположил скелетные точки и уже потом, основываясь на их, начал вылеплять основной силуэт. Понимая, что палитра у меня 4-цветная, я старался выделить основные элементы героя – очки, шарф и модную куртку. Ноги я изобразил черными палочками, чтобы передать худобу персонажа. Цвет для куртки я взял фиолетовый, чтобы получше ее выделить. 2 градации цвета кожи идеально подошли для обозначения теней и шарфа. В результате получился весьма самобытный спрайт брутального человечка, очень похожего на прототип с постера. Далее, памятуя об ошибках Batman Returns и Mighty Final Fight, я решил добавить персонажа для второго игрока. И, конечно же, по сюжету фильма на эту роль идеально подходит Дина, которая в начале фильма ловко орудует пистолетом в тире. Ее спрайт я начал рисовать, взяв за основу спрайт Моро, чтобы передать преемственность стиля. Вообще, на протяжении фильма девушка не раз меняет одежду, поэтому, немного поразмышляв, я решил взять за основу ее образ из тира – черные штаны и красная кофта. Это идеально подходит для 3-цветной палитры. Красную повязку на лбу я рисовать не стал, слишком мелкое разрешение. Ростом Дину я сделал немного ниже, как и в фильме. Давайте теперь посмотрим, как я поэтапно рисовал 2 героев. Во время поиска формы я старался придерживаться размера 24 на 32 пикселя, чтобы соблюдать ограничения 8-битной NES. Как мне кажется, герои получились узнаваемыми и яркими. То, что надо для нашего битэмапа. Получив спрайты героев, я разметил экран игры на зоны, которые буду прорабатывать. Как я уже говорил, действие у нас происходит в ресторане. Его отличительные черты – это стены из камня, клетчатый пол, кабинки со столиками, круглые лампы и гирлянды. Начал отрисовку окружения я с пола. Я подготовил изометрические квадратики и воспроизвел узор из фильма, разбавив все это бликами света и шумами. И потом замостил плиткой весь пол. Но впоследствии, сопоставив этот пол со спрайтами героев, я понял, что плитка получилась слишком пестрой, поэтому я ее упростил и разместил только сверху и снизу. Далее я нарисовал коричневую стену из больших камней, разбавил ее впадинами из мелкого камня и добавил окошко. Теперь нужно было нарисовать кабинки, в одной из которых сидели персонажи. Там я разместил стол, скамейки и свет от лампы наверху. Погрузившись в процесс, я понял, что интерьер этого ресторана я легко могу представить и в наши дни. Поверху стены я нарисовал 2 ряда гирлянд, которые ярко мигали в фильме. И последним штрихом стали 2 лампы, выполненные в виде деревянных колес. Все, окружение для уровня у нас готово. Хотя, конечно, весь этот интерьер немного напоминает какое-то средневековье. Надо только спрайты рыцарей поставить.
Теперь в нашей игре не хватает панели с данными игроков. Разместил я ее внизу и, чтобы добавить колорита, решил нарисовать портреты главных героев. За основу я взял панель из игры Черепашки Ниндзя 3. Я долго выбирал подходящие для портретов кадры и даже попробовал адаптировать их под NES палитру, но в итоге я понял, что мультяшный стиль будет нарушен, поэтому портреты размером 24 на 24 пикселя я решил нарисовать с нуля, подглядывая на кадры из фильма. Рисовал я так же, как и карандашом, накидывая черные линии и пытаясь выделить характерные черты лица. Например, у Виктора Цоя это взгляд в сторону, острая челюсть, выступающая немного вперед, и пышная прическа. Очки я рисовать не стал, чтобы не перекрывать ими лицо. Основу для портрета Дины я искал очень долго. В фильме она постоянно находится в темноте или закрывает лицо, так что исходник получился у меня не очень хорошего качества. Здесь я все так же пытался воспроизвести овал лица, характерный прямой нос, более женственный рот и дугообразные брови. Расположив портреты, я добавил имена героев, количество жизней, графу здоровья и число очков, полученных за избиение врагов. Все как в Черепашках Ниндзя 3. Вот такая по итогу получилась панель с данными персонажей. Теперь, когда экран игры у нас готов, осталась последняя и самая важная деталь, а именно спрайт босса уровня. В этой роли у нас выступает здоровяк, который оригинальным способом выпивает бутылку Кока-Колы. Одет он в джинсовый костюм и черную майку, поэтому я решил использовать для него палитру из 3 цветов – черного, синего и цвета кожи. Рисовал я его все так же, накидывая линии и пытаясь поймать характерную, самоуверенную позу с рукой на поясе. Поймав основные черты, я сразу раскрасил одежду и начал более подробно прорабатывать детали. Палитра позволила мне выделить даже пуговицы. Лицо я старался передать более-менее похоже. Конечно, трехцветная палитра накладывает очень сильные ограничения. В частности, здесь пришлось полностью отказаться от теней. В финальном варианте спрайта я сделал более злобное лицо, чтобы подчеркнуть, что это босс. Немного подправил руку на поясе и сделал длиннее ноги. А теперь давайте посмотрим на финальный скриншот нашей вымышленной игры «Игла» для 8-битной Nintendo, ну или Dendy. Пишите в комментариях, как вам такой битэмап с Виктором Цоем в главной роли. На этом у меня все. Не забудьте поддержать качественный контент. Поставьте лайк и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. Также буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Там можно оформить ежемесячную подписку или отправить разовый донат. Любая поддержка важна для развития канала. Спасибо за просмотр. Еще увидимся.